Приветик, девчонки! Сегодня мы с вами тренируемся в тренажерном зале Terra Sport Коперники. И сегодня я вам покажу очень ленивую тренировку, именно для тех ленивых попок, которые ленятся тренироваться. Сегодня мы будем, не вставая с пола, качать наши ягодицы. Да, это возможно. Мы будем лежать с вами в одном положении и задействовать ягодичную мышцу. Так что я придумала несколько эффективных упражнений. Вам для этого потребуется всего лишь одна гантель. Вы даже можете, если что, обойтись без нее. И, конечно же, хотя бы чуть-чуть вашего желания. Поехали! Ложимся перед ковриком. Если вы лежите на диване, лежите на кровати и сейчас смотрите это видео, отставляем немножечко ноутбук в сторону и ложимся выполнять упражнения вместе со мной. Итак, мы сделали глубокий вдох, подняли руки, выдох, еще разок вдох, смотрим наверх, выдох и последний раз. Вдох через нос, выдох через рот. Медленно опускаемся на вашу площадку для тренировки, кладем руки перед головой и опускаем ее вниз. Я буду с вами разговаривать, чтобы вы меня хотя бы слышали, но вы лучше положите вот так вот голову и просто отдыхайте. Вы запомните, что сегодня мы тренируем только ягодицы. Вы не должны поднимать шею, что-то напрягать, тренируем только ягодицы. Итак, наше сначала разогревающее упражнение первое будет вот таким образом выглядеть. Поднимаем ножку, напрягаем носочек, натягиваем полностью всю ногу, сразу же сжимаем ягодицу. Вторая нога просто лежит, не двигайте ей и рисуем кружочки. Раз, два, три, четыре. Выше ногу. 5. Не кладем на пол. 6, 7, 8. Побольше круг. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Остановились. Другая сторона. Раз, два, три. Больше круг. 4, 5. Натянули ногу. 6, 7, 8, чувствуем ягодицы, 9, 10 и еще 5. Раз, два, три, 4, 5. Положили ногу, расслабили ее, поднимаем вторую левую ножку и поехали. Круги. Раз, два, повыше напрягаем, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, не кладем ножку, 11, 12, 13, 14, 15. Остановились. Другая сторона. Раз, два, три. Медленно. 4, 5, 6, 7, 8, 9, еще немножко, 10 и 11, 12, 13, 14, 15. Опустили ногу, молодцы, отдохнули. Не забывайте, что мы вот так, все время голову только так. Я просто смотрю в камеру, разговариваю с вами. Вы так не делаете, вам не с кем разговаривать. Для следующего упражнения мы берем гантель. Если у вас нет гантели, вы берете какую-то бутылку, какой-то пуфик, шарик, все что угодно, чтобы вы смогли его сжать своей ногой, да, в коленке вы смогли это все сжать. Главное, чтобы вот это все ваше утяжеление было устойчиво, оно не каталось по ноге в разные стороны, чтобы, в общем, было вам удобно. Я возьму себе все-таки гантель побольше немножко, чтобы ее было удобнее держать коленком. И мы ложимся в то же самое положение, ничего не придумываем, лежим очень лениво и работает только наша ягодица. Кладем себе голову, да, не забываем на ручки и поехали. Плотно сжали свою гантель, свой предмет, натянули носочек наверх, работает сначала одна ножка. Мы поднимаем ее как можно выше и не кладем на пол, то есть сделали такой толчок, немножко опустили, толчок, опустили, но не кладем ножку, не расслабляем ваши ягодицы. И чувствуйте ягодицы. Самое главное. Это у нас 3. И поехали. Раз, два, 3. Задерживаемся немножко. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выше ногу. 10, 11, 12, 13,
14, 15, выше, выше, 16, чувствуем, 17, ох, печет, 18, 19, 20. Молодцы, опустили, разгибаем ногу, пересовываем гантель на другую ножку, да, не забываем, сразу же плотно сжали, легли обратно и работаем. Поднимаем, натягиваем носок, опустили, 2, до конца не бросаем, 3, 4, корпус не двигается, 5, 6, 7, только колено поднимаем, 8, 9, 10, 11, выше, кто выше, 12, 13, 14, 15, и еще 5, раз, 2, 3, 4, 5. О, супер! Если вы делали это упражнение правильно, то есть вы не клали ногу на пол, именно толчки, такие небольшие толчки. Если у вас все-таки есть гантелька, то, конечно же, вы почувствовали напряжение. Мы убираем гантель и выполняем следующее упражнение. Так, что мы будем делать дальше? Мы не меняем наше положение. Все очень-очень просто. Итак, мы берем сначала рабочую ножку, давайте она будет у нас левая. Кладем правую ногу на левую, где-то на уровень колена, да? То есть, смотрите, у нас утяжеление уже наша правая нога. И смотрите, теперь я поднимаю левую, у меня напрягается бицепс бедра, вот в этой точке сделайте то же самое. Вы напрягли сейчас бицепс бедра левой ноги, да, вот он, и ягодицу, как можно сильнее, вот, работает, да, чувствуете? Опустили, опять же, не бросаем, и поднимаем как можно выше, да. Тот же принцип с гантели, но другие ощущения, заметили? Опустили, подняли, 3, 4, руки можете расставить, 5, как можно выше, 6, 7, еще выше, 8, 9, задерживаемся вверху, 10, 11, 12, 13, еще немножко, 14, 15, 16, 17, повыше, 18, 19, 20, наверх, держим ногу, держим ее в таком положении, смотрим вниз, голову не поднимаем, руки в сторону, держим равновесие, ягодица горит, супер, бедро напряжено, носочек натянут на ноге, вторая нога лежит в области коленки, дыхание ровное, лежим в таком положении, держим, 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 терпим, нога вся напряжена, не расслабляем ее и не опускаем, считаем, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Медленно опустили. Фух, супер. Вы представляете, такое можно делать просто не вставая с кровати. Хоть каждый день, если, конечно, ваши мышцы на это способны. Так, немножко потрусили ногами, расслабили ягодицы. Мы немножко потянемся в конце упражнения. И вторая ножка, да? Теперь у нас правая лежит, левая у нас на коленку идет. То есть левая нога, левая коленка у вас никуда не девается, просто такой вот, знаете, небольшой ступор дает вашей ноге. Опять же, натягиваем носок на правой ножке, хорошо натянули его и поднимаем как можно выше. Раз, не бросаем на пол, да? 2, 3, 4, 5, смотрим вниз, 6, 7, 8, медленно опускаем, 9, нога прямая, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, еще немножко, 18, не останавливаемся, 19, 20, задержались, натянули носок, чувствуем ваше бедро, ягодицы сейчас горят, терпим, терпим, взгляд вниз, руки в стороны для равновесия, терпим, 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 еще немножко, я еще не начала считать. Терпим. И 10, 9, 8, не опускаем, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Медленно, медленно опустили, выпрямили ногу, потрясли немножко. Фу, можно немножко покачаться в стороны, чтобы снять напряжение. Супер! Мне кажется, уже вы начали чувствовать свои ленивые булочки. Ну что, следующее упражнение я приготовила что-то еще более интересное. Мы ложимся в то же самое упражнение, как бы суть нашей сегодняшней тренировки в то, что мы лежим в одном положении. Это вообще гениально, мне кажется. Итак, если мы раньше клали нашу ногу на уровне колена, да, у нас она лежала где-то здесь, то теперь мы переносим нашу ножку на уровне щиколотки, да. И, наверное, каждая из вас знает такое упражнение в тренажерном зале, как сгибание ног лежа, да, вот это вот. Вот. Почему бы и нет? Смотрите, но здесь нужно понимать, что вы даете себе противовес вашей ногой, то есть вот эта ваша нога тянет на вашу нижнюю ногу вниз, как бы сделайте себе такой упор очень-очень жесткий этой ножкой и как бы своей силой толкайте себя этой ножкой, как будто не давая своей, сводит, да, сводят мышцы, вот сейчас пробуйте вместе со мной. Вот смотрите, вы как будто не даете себе правой ногой левую поднять. Я надеюсь, вы меня поняли. Чем дольше вы будете поднимать вашу ногу, тем лучше. Итак, мы легли, вы не двигаете шеей, смотрим вниз. Можете читать себе журнал, все что угодно. И давайте на счет 1, 2, 3, 4, 5. Вот такое у вас должно быть движение, очень медленно. И так же само мы опускаемся. Давайте себе сопротивление. Есть. Вот таким образом вы должны поднимать, не очень быстро. И не просто поднимаем ногу, опять же, сопротивление, это очень-очень важно. И поднимаем, опускаем. Вы должны чувствовать здесь бицепс бедра, ваши ягодицы. В большей степени, конечно, здесь работает бицепс бедра, но если вы не в курсе, что бицепс бедра, вот эта линия, переходящая от вашей ягодицы до бицепса, это и создает ваш изгиб в ягодицах, приподнятость ягодиц. Это у нас 3-й раз. Ножку не кладем. Медленно, очень медленно. Подняли, опустили. Сопротивляемся ногой. Даем себе сопротивление. Опустили. Не пускаем ногу. Не пускаем. Она хочет убежать, а вы ее не пускаете. Подняли. Так же само опускаем. Как можно сильнее давите на ногу. Это у нас вроде бы 4, да? Сильнее, сильнее. Давим, 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 давим. Подняли. Опустили. Уже из-за того, что мы сделали с вами предыдущее упражнение, это упражнение дается тяжелее. Опустили. Это 5. Вот если бы мы сделали его в начале, вы бы не почувствовали такой силы, да, то есть такого сопротивления, потому что уже мышцы более-менее устали. Опускаем очень медленно. Здесь важно не спешить, потому что чем медленнее вы будете делать, это 6 у нас, тем больше вы прочувствуете свои мышцы. Давим ногой, давим, давим. Не просто так поднимаем. Уже печет, да? Я надеюсь, что это так. Так, я могу сбиваться с счета, но, по-моему, это 8. Мне нужно табло. Ребят, подарите мне табло.
И опускаем. Еще немножко. 9. И последний раз. Мы делаем немного, но главное сделать качественно. Сопротивляемся. Еще. Подняли. И медленно опускаем. Вроде бы кажется, что тут такого? Но сам сок, сам смысл этого упражнения в том, что вы даете себе сопротивление. Это очень важно. Опустили. Фух. Супер. Потрясли ножками. Трясем. Фух. Сделали выдох. И вторая наша нога. Так, даем себе указание где-то на вашу щиколотку. Натягиваем носок на рабочей ноге, то есть на правой, да, и левая у нас сопротивление. Давим ножку и поднимаем. Поднимаем как можно выше и как можно медленнее. Вот у меня сейчас уже бицепс напрягается. Подняли и опустили. Шею не напрягаем, не забывайте об этом. Поднимаем. Вот сейчас чувствуется бицепс, да? Вот в точке мы останавливаемся и сразу же идем назад. У вас должно даже немножко трястись тело, потому что вы даете себе сопротивление такое. Это у нас второй раз. Сразу же поднимаем, не задерживаемся внизу. И сразу же опускаем. Это у нас 3. Сразу поехали наверх. Медленнее. И вниз плавненько. Чувствуем ваш бицепс. Это 4. Еще. Терпим. Наверх и вниз. Чем больше вы будете давить, тем сложнее вам будет. А если сложнее, значит качественно. 5. Я, конечно, тоже могу поподнимать просто туда-сюда ногу, но толку от этого никакого не будет. Просто трата времени. Вниз опускаем. И 6. Вообще хочу сказать, что такую тренировку можно проделывать просто, когда вы смотрите какой-то любимый сериал, просто легли себе перед диванчиком, слушайте одним ухом, как я болтаю, вам что-то рассказываю, а вторым глазом смотрите сериал, и ваши ножки работают, попка качается, что еще нужно для счастья? Так, это у нас вроде бы 7. Почему на числе 7 я всегда сбиваюсь? Это какая-то мистика. И поехали наверх. Сопротивляемся ноге. Вот представьте, что ваша нога вас не слушается, а вы ей сопротивляетесь. Вот серьезно, так и есть. Опускаем. Все трясется уже, я знаю. Если вы делаете правильно, все у вас должно болеть. Это первый признак того, что вы делаете что-то правильно. Ну, конечно, если вы действительно это правильно делаете. 9. Еще пару раз. Медленно. У нас еще потом осталось одно упражнение, и вы будете свободны. Я не буду вас больше мучить. Вниз идем, вниз, все очень медленно. Молодцы. И последний раз. Чем медленнее, тем лучше. Поднимаем. Молодцы. И сразу же вниз. Не задерживаемся. Ваши мышцы не должны расслабляться ни на секунду. Сопротивляемся. И расслабили ножку. Фух, молодцы. Это было самое долгое упражнение, но, мне кажется, самое эффективное. Расслабляем ножки. И у нас осталось последнее упражнение.
Итак, в последнем нашем упражнении мы будем немножко разгружать нашу поясницу и немного растягивать ваши ягодичные мышцы. Тем самым их немножечко приведем в форму. Так что давайте начнем. Ложимся мы опять же в то же самое положение. Боже, как мне нравится это положение. И, наверное, тоже вас немножко удивила такая тренировка и то, что мы делаем все в одном и том же положении. Но мне кажется, это очень круто и для всех абсолютно подойдет эта тренировка. Итак, работаем мы поочередно одной ножкой, затем второй. Смотрите, корпус у нас верхняя часть его не двигается. Мы берем одну ногу, натягиваем ее в носке и заводим за себя как можно дальше. Завели, коснулись носочком полу, вернулись в обратное положение, немножечко помогаем себе головой, идем от вашего корпуса, вторая сторона и поехали. Напрягаем ягодицу, да, она у вас уходит назад тоже. 3, 4. Хорошо, очень спина разминается. 5, 6, 7, 8, 9, еще 10. Очень, кстати, полезно 11. Перед сном выполнять такие упражнения. 12 и 13. 14. Очень медленно делаем. 15. 16. 17. 18. 19, 20 и еще 5 раз. Раз, 2, 3, 4, 5. Молодцы. Что мы делаем дальше? Мы медленно поднимаемся. Растянули вашу поясницу, подвигаем немножко ручки к себе, смотрим наверх, глубокий вдох, выдох, вдох через нос, выдох. Итак, легли. Давайте немножко потянем ягодичные мышцы, это будет очень полезно. Выпрямили ноги, пододвигаем одно колено к себе и тянем его максимально близко к себе. Натягиваем носок. У вас сейчас растягивается вот данная часть, да, то есть ягодичные мышцы. Какую бы нагрузку они ни получили, всегда очень полезно растягивать мышцы. Особенно после тренировки. Ну и, конечно, перед ней. Растягиваем. Вторая нога прямая. Как можно ближе. Подтягиваем. Теперь уводим колено в сторону, рука уходит тоже в сторону для равновесия. И как можно ближе тянем колено к полу. Можем прям положить его. Растягиваем данную часть, то есть спина ваша тянется. Ягодица тоже растягивается, боковая часть. Лежим в таком положении, смотрим строго перед собой, то есть вверх. Молодцы. Возвращаемся в исходное положение. Медленно опускаем ножку. И то же самое на другую сторону. Подтянули к себе. Натянули носок. Вторая нога прямая. Дышим спокойно, ровно. Тянем. Расслабляем свои мышцы. И уводим в сторону, очень медленно, без рывков никаких. Молодцы. Лежим спокойно, расслабляемся. Чувствуем, тянется ягодица. Молодцы. Медленно таким же образом возвращаемся и опускаем коленко. Встаем,
Благодарим себя за тренировочку. Спасибо вам большое, что занимались вместе со мной. Я очень советую вам выполнить эту тренировку. Она действительно подойдет для каждой девушки, та, которая и любит тренироваться, и может приседать с огромным весом для своих ягодиц, и та, которая просто иногда ленится. Все мы иногда можем это сделать. Вы можете выполнять ее утром, перед сном, в середине дня, неважно. Как видите, эти упражнения очень и очень простые. Их может выполнить любая девчонка, так что обязательно добавляйте эту тренировку в избранные, тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь. Но мы с вами тренировались в тренажерном зале TerraSport. Еще встретимся. Всем удачи. Пока-пока.